В супермаркетах Германии довольно большой выбор вот таких вот кормов для птиц. Я прекрасно понимаю, что кормить птиц вот сейчас осенью еще рано. Еще довольно тепло. И эти самые птицы должны активно охотиться на всяких насекомых-вредителей. Но в Германии очень трепетное отношение к природе. Они охраняют растения, они охраняют животных, птиц и даже насекомых. И вот такое раннее подкармливание птиц как раз, наверное, уберегает этих самых насекомых-вредителей от истребления. Вообще вот эти ярлыки насекомые-вредители, полезные насекомые, это все придумали люди. На самом деле, я думаю, в природе все эти существа для чего-то нужны и для чего-то существуют. Итак, очередной сезон закончился. Я понимаю, что в своем доме, на своем участке работу можно найти круглый год, в том числе и зимой. Но вот здесь, на этом участке, в основном сейчас моя работа сводится к тому, что я убираю листву. Это лес, и листьев здесь падает очень много, их надо постоянно убирать с дорожек. Стараюсь больше бывать на природе, гулять в лесу, находить какие-то интересные для меня объекты, руины. Я понимаю, что не всем зрителям моего канала нравятся видео, где я показываю руины, походы в лесу какие-то. Но для меня это очень хороший способ отвлечься от кошмаров сегодняшнего дня. Вспомнить о том, что кроме зла на этой земле существует еще и красота. Вот и сейчас я собираюсь в очередной хайкинг, как сейчас принято говорить. Хайкинг, поход одного дня в горы. Хочу осмотреть очередной интересный для себя объект, развалины. Надеюсь, покажу и вам, если все получится. А мне прислали очередную порцию видеоматериалов с моего участка в Украине. Лена, спасибо. И давайте посмотрим, а я за кадром немножко все прокомментирую. Я покажу там те растения, которые вас часто интересуют в комментариях. Идем сначала к альбиции линкоранской. Посмотрите, как она окрепла, как она выросла. В этом году уже было первое цветение. Несколько цветочков, но тем не менее цветение было. Отлично выглядит, и я очень-очень ей доволен. Мушмула японская. Уже 2 зимы без укрытия. Подмерзает, видно, но тем не менее потихонечку растет. Фатиния. Видите, без обрезки выглядит не очень хорошо, тянется вверх. И кипарис. В прошлом году его вывернуло из земли, Лена подвязала, и в принципе с ним все более-менее нормально. И с одним, и со вторым. Идем дальше. Это у нас магнолия крупноцветковая, вечно зеленая. Выглядит не очень, но тем не менее живая, без всяких укрытий, зимует. Все хорошо. Бамбук золотой, этому растению точно ничего не будет, все с ним нормально. Правда, Лена говорит, что в этом году была засуха и развивался не очень хорошо. Пиния, итальянская сосна, часто про нее спрашиваете. Вот она, отличное деревце. Вот в окружении можжевельников растет. Павловния. К сожалению, опять без бутонов. В прошлом году осенью были бутоны, но не цвела. В этом году и бутонов нет. Не знаю почему. И идем в конец участка к любимому мною и, наверное, вами секвойя-дендрону гигантскому. Уже обогнал ракитники. Ракитники я сажал когда-то, чтобы притянить его от жары. Он уже их догнал, по крайней мере, по высоте. И чувствует себя отлично. Секвойя-дендрон в условиях Запорожья вполне себе нормально растет без всякой заботы. Пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что смотрели, и надеюсь, скоро увидимся.